Всем привет! Ну что, наступает волшебное время перед Рождеством, и мы, как всегда, в нашей семье готовим адвент-календарь для наших детей. Я заранее написала план, в нем расписан каждый день, задание на день и часть рождественской истории, которую мы будем рассказывать. В течение адвент-календаря, это 24 дня, у нас будет 4 воскресенья. И каждое воскресенье мы будем зажигать одну свечу, всей семьей общаться, разговаривать о Рождестве. Я думаю, это очень классно и запоминающееся. Я решила сделать 4 подсвечника. Для этого я взяла 4 бутылки из-под вкусного грузинского лимонада. Сами бутылки по себе тоже красивые, но я решила добавить немного декора, завязав на горлышко ленточку и добавив туда елочную игрушку. Все стараюсь сделать в оттенках, которые я выбрала. Это бежевый, золотой и немного зелени. Когда я оформила все 4 бутылки бантиком, елочной игрушкой, я вдруг поняла, что это очень напоминает мне свадебный декор. И все-таки нужно передать рождественское настроение, поэтому я добавила зеленых веточек. Так смотрится гораздо лучше. Прикольно. Че? Нормально? Ого. Прикинь. Авария. Несмотря на непредвиденные ситуации в виде разбитой игрушки, мои 4 бутылки, они же 4 подсвечника, готовы. И я могу приступать к следующему этапу подготовки адвент-календаря. За основу для адвент-календаря я решила взять обычную доску. Мне ее муж хорошенько отшкурил, и сейчас мне нужно решить путем эксперимента, каким способом мне наносить цифры на эту доску. У меня уже давно есть такой маркер, но я им никогда не пользовалась. Фишка вот в чем. Наносишь с помощью маркера специальный раствор на дерево, затем используешь фен, скорее всего нужно строительный, и должен получиться эффект выжигания по дереву. Я использовала обычный фен, и у меня ничего не вышло. Весь раствор растекся, хотя вроде как выжигание получилось. Хорошо, что этот эксперимент был с обратной стороны доски. Поэтому эту идею я пока откладываю, надо изучить, как пользоваться этим маркером. Муж мне помог прикрутить крепление на доску и натянул веревку, чтобы я могла подвесить на стену. Для крепления подарочков на наш адвент-календарь я буду использовать деревянные прищепки. Что классно, что их ровно 24 было в упаковке, и мне не нужно было что-то выдумывать. Я просто приклею на горячий клей-пистолет на доску эти прищепки. Но главное правильно все вымерить. Длина доски у нас 80 сантиметров, и у меня получилось, что между прищепками должно быть примерно по 3 сантиметра.
Пока нагревается клей-пистолет, я начну упаковывать наши подарочки и задания на каждый день. В этом году у нас просто сладкие подарки, а самый такой классный подарок, он будет на само Рождество. Мне нужно положить задание и 2 конфетки, вафли или что-то вкусное для наших мальчиков. Для упаковки я буду использовать пекарскую бумагу. К сожалению, не нашла обычный рулон крафтовой бумаги, поэтому исходила из того, что есть, по цвету подходит, надеюсь, подойдет и по виду. Когда я начала упаковывать подарки, я поняла, что бумага просвечивает, и это смотрится не так хорошо, поэтому снова пришлось что-то экспериментировать. Сначала я решила отрезать полоску белой бумаги, может быть, задекорировать так, но, к сожалению, это тоже смотрелось не очень, поэтому я просто где-то заворачивала в 2 раза или оборачивала внутри еще белой бумагой. Горячий пистолет нагрелся, и теперь мне муж помогает приклеить все прищепочки на доску, соблюдая расстояние. Упаковывали подарки, вообще оформляли весь адвент-календарь мы в 4 руки, поэтому довольно быстро мы с этим справились, хотя все равно это приходилось делать ночью, чтобы не видели дети, и утром для них это был сюрприз. Паша помог мне прикрепить крепление на стене, где будет висеть календарь, а я тем временем начала писать цифры на доске. Я использовала акриловый маркер. Это очень удобно и довольно аккуратно получалось писать цифры, но почему-то потом маркер перестал писать. Я думаю, он не предназначен для того, чтобы писать по деревянной поверхности. Но ничего, я взяла свою любимую привычную кисточку и дописала цифры, используя кисть и акриловую краску. Получилось неплохо. Когда мы уже повесили календарь на стену, я поняла, что ему не хватает рождественского настроения, поэтому я решила добавить декора. Я взяла ветки, которые насобирала в лесу за домом, и немножко задекорировала елочными игрушками и такими ягодками. Все в цвете, который я использую. Это белый, золотой и немного зеленого. Вот такая получилась композиция, такой рождественский маленький букетик, и я расположила его на одном углу календаря. Поняла, что нужно еще сделать такой же с другой стороны, и собрала второй такой же аналогичный букет. Ну что, наш адвент-календарь практически готов. Осталось развесить подарочки по дням. Каждый день один подарочек, одно задание.
Несмотря на то, что наш календарь мы делали уже в ночи, были очень уставшие, но я так рада, что мы можем создавать нашим детям воспоминания. Это то, что останется с ними на всю жизнь, и это прекрасно. Нажимай. Ага. Опа! Что это такое? Да, открывай. Ты сама уже забыла что-то. Давай ножницы. Что это будет? Конфеты! Не только, наверное. Что за записка? Все по Богдан, поздравляем вас с началом адвент-календаря. Каждый день мы будем считать дни до Рождества, выполнять интересные задания и узнавать еще больше о рождении Иисуса.